Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня вновь ГАЗ Альтернатива, и сегодняшний наш ролик будет посвящен автомобилям такси на территории России и Беларуси. Ну, почему на территории России и Беларуси? По одной известной причине, что сегодня всем привычных машин, которые до сих пор эксплуатировались в такси, это Renault Logan, Volkswagen Polo, Kia Rio. Сегодня этих машин нету, и, соответственно, должна была появиться какая-то замена этим машинам. В течение года был заметный спад, не было машин, и вот, наконец, эти машины пошли. Сегодня мы вам покажем машину, которая может эксплуатироваться в такси, и, скорее всего, придет на замену машинам, которые эксплуатировались раньше. И это Geely Emgrand New. Машина, которая будет, скорее всего, в ближайшее время эксплуатироваться в Беларуси и в России в качестве такси. Ну и, соответственно, мы эту машину вам будем показывать с точки зрения ее эксплуатации на газу. Потому что, как известно, машина в такси – это в первую очередь о экономии. Это машина, которая должна быть экономной и приносить деньги хозяевам. К сожалению, подвела нас наша видеотехника, и поэтому из-за брака по звуку весь ролик пошел на смарку. Было записано и интервью с владельцем этого автомобиля. Придется заменить закадровым текстом. Ну вот этот Geely Emgrand New, который мы сегодня хотим вам показать. Автоблогеры из нас, в общем-то, никакие, но если говорить о машине в двух словах, то производит она приятное впечатление. Машина достаточно красивая. Скорее всего, рисовали ее те же самые итальянцы, которые рисуют машины для всего мира. Нету в ней каких-то несуразностей откровенных, которые часто присущи азиатскому автопрому. Обычно эти машины красятся такой хороший цвет. Вот конкретно эта машина покрашена в такой глубокий, богатый металлик. Она действительно выглядит очень респектабельно. Сама по себе машина достаточно просторная. Что важно для такси, она больше, чем Volkswagen Polo, больше, чем Renault Logan. У нее достаточно большой багажник. В салоне нету каких-то материалов, которые выглядят дешевыми, либо на ощупь дешевые. Но нас эта машина будет интересовать именно с точки зрения, как она работает на газу, и как она работает на газу именно в такси. Почему именно в такси? Потому что если для обычного автовладельца пробег в год это 20-30 тысяч километров, то в такси машины часто пробегают 120-150 тысяч, а если у нее круглосуточно работает несколько водителей, то пробег может быть и составить и 200-250 тысяч километров. В общем-то, поэтому для любого владельца автопарка, конечно же, будет важно, как эта машина выдерживает нагрузки на газу. Итак, двигатель. Под капотом у машины стоит 1,5 атмосферный двигатель, двухраспредвальный, мощностью 103 лошадиных силы. Мощность, конечно же, недостаточно для машины такого размера. Но вот я читаю на сайте у продавцов, что расход топлива заявляется 6,6 литров на 100 километров в смешанном цикле, в скобках по данным лабораторных испытаний. Ну, это, конечно же, дай бог здоровья лаборатории, которая проводила эти испытания, потому что водители говорят о том, что в городских условиях машина берет от 8 до 10 литров бензина. Значит, что можно сказать об этом двигателе? Ну, скорее всего, двигатель по-настоящему китайский. Это не лицензия кого-то из старших товарищей европейских. Во всяком случае, мы находим совершенно разные решения, которые применяются у совершенно разных производителей. То есть, скорее всего, китайцы, в общем-то, сделали свой двигатель. Значит, двигатель этот старый. Точно такие же двигателя стоят на старых Geely Emgrand'ах. И слава богу, в общем-то, что китайцы поставили на эту машину старый двигатель, потому что, если мы говорим о машине, которая эксплуатируется в такси и на газу,
что это лучшее решение. Китайцы – это те ребята, которые очень легко и быстро подхватывают все инновационные технологии в мире, и они вполне могли запихнуть в эту машину другой двигатель, который у них есть, 1.5 турбированный с непосредственным впрыском топлива в цилиндр. В этом случае перевести на газ машину было бы значительно сложнее. У нас есть ролики о прямовпрысковых машинах, мы обязательно в видео добавим ссылку. Кому интересно, он сможет ознакомиться с этими роликами и о том, почему мы выделяем особенно прямовпрысковые машины. Ну а в двух словах все-таки скажу о том, что перевести на газ прямовпрысковую машину, во-первых, сложнее, во-вторых, значительно дороже, и в-третьих, экономический эффект от перевода машины на газ меньше, чем от перевода на газ обычного двигателя с распределенным впрыском. Прямовпрысковые машины переводятся на газ частично и работают на газу в смешанном цикле. 30% машина по-прежнему берет бензина и 70% переводится на газ. Соответственно, если установка газового оборудования на автомобиль стоит, например, $750-850, это примерно уже вдвое дороже, чем двигатель, который мы вот сейчас рассматриваем. Ну и экономический эффект значительно меньше, потому что машина не на 100% работает на газу, а всего лишь на 70%. Таким образом, подытожим, что слава богу, что китайцы поставили свой старый маломощный двигатель на новую машину. Это будем считать хорошей новостью. К хорошим новостям также можно отнести то, что этот двигатель, в общем-то, ремонтопригоден. Уже приходилось нам ремонтировать эти двигатели, в том числе и менять ГБЦ. Плохая новость состоит в том, что на машине нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры клапанов выбираются при помощи стаканов, и это плохо для газа. Для машины, которая работает на газу, наилучшее решение – это наличие гидрокомпенсаторов, как, например, на 1.6 MPI Volkswagen. Почему плохо, что нет гидрокомпенсаторов? Как известно, на газу двигатель испытывает большие тепловые нагрузки, в первую очередь на выпускных клапанах, и поскольку на машине нет гидрокомпенсаторов, нужно следить за тем, чтобы тепловые зазоры клапанов на машине, точнее на двигателе, не ушли. Это значит, что если вы следите за машиной, то больших проблем это вам не доставит. В регламенте на эту машину, по-моему, даже прописано, что тепловые зазоры клапанов нужно проверять каждые 40-50 тысяч километров. Боюсь ошибиться. Если есть владельцы автомобиля Geely M Grand New, пусть они напишут в комментариях, какой именно регламент для проверки тепловых зазоров. Если вы упустите момент, когда зажмет клапана, то следующая проблема, которая у вас появится, будет несоизмеримо большая. Клапана выпускные, как правило, начнут прогорать. Соответственно, для машины, которая эксплуатируется на газу и эксплуатируется активно по 100, 120, 150, 200 тысяч в год, отсутствие гидрокомпенсаторов оборачивается для владельца необходимостью очень внимательно следить за тепловыми зазорами. Здесь минутка рекламы нас, любимых. Почему лучше обращаться на большие сервисы, такой, например, как наш «Газ-Альтернатива». Мы не только переводим машины на газ, но и осуществляем диагностику автомобиля и ремонт автомобилей. Во-первых, мы при приеме машины на диагностику сразу определяем, нет ли в ней проблем еще до установки газового оборудования, и мы заворачивали уже Geely M Grande, которые уезжали к дилерам устранять проблемы, с которыми приехала новая машина. В общем-то, здесь нужно сказать, что это не только проблема китайских машин, то есть мы точно так же заворачивали и Volkswagen, и Renault, которые приезжали на установку уже с больными двигателями. И причем совершенно очевидно, что если на них установят газ, то потом уже дилеру вы ничего не докажете. Это что касается диагностики. И точно так же в процессе эксплуатации автомобиля на газу мы уже можем отследить, нет ли проблемы с клапанами, и при необходимости принять меры, регулировать тепловой зазор клапанов. Именно поэтому все-таки нужно стараться обслуживаться на больших станциях, которые обслуживают машины комплексно. В общем-то, если все-таки владелец машины пропустил этот момент и клапана прогорели, мы также можем и ГБЦ заменить на машине.
Кого-то может испугать сама вероятность возникновения проблем с клапанами. Ну, на мой взгляд, здесь бояться нечего. По опыту эксплуатации можем сказать, что далеко не все машины, но приезжали к нам машины у тех, которые зазоры ушли при пробеге 40-50 тысяч километров на газу. То есть в этом случае выполняется регулировка тепловых зазоров. Стоимость этой услуги на сегодня стоит 450-500 белорусских рублей. Эта сумма несоизмерима, конечно же, с той экономией, которая принесет владельцу эксплуатация машины на газу. Значит, какое газовое оборудование можно установить на Geely Grand New? Можно установить без проблем и пропан, и метан. Мы все-таки, наверное, не рекомендуем устанавливать метан. Ну, по нескольким причинам. То есть первая причина — это то, что машина все-таки маломощная. 103 лошадиных силы, ей мало. Это значит, что на метане она еще потеряет примерно 15-20% мощности. И потеря мощности это будет заметная. Скорее всего, машину при этом будут эксплуатировать на высоких оборотах. Это значит, в свою очередь, что нагрузка тепловая на клапана будет значительно выше, чем на бензине. Ну и, соответственно, значительно быстрее уйдут тепловые зазоры. При пропане все-таки вероятность ухода тепловых зазоров значительно меньше. Если говорить о оборудовании, то достаточно комплекта, который принято называть 4-м поколением, причем машина не требовательна, то есть длительности бензиновые тут достаточно большие, поэтому для тех, кто привык экономить на полную катушку, будет достаточно и китайского комплекта за $370. При этом мы все-таки рекомендуем устанавливать оборудование фирменное. То есть мы, например, на этот автомобиль устанавливали оборудование фирмы Stag по нескольким причинам. То есть если машина эксплуатируется много и активно, желательно, чтобы запас прочности у оборудования был выше. На этой машине стоит блок Stag UNEX Plus. Это достаточно хороший блок с очень широким функционалом, с возможностью подключения ОБД, с адаптивной подстройкой смесей, и в том числе он имеет функции по снижению тепловой нагрузки на клапана. То есть как раз для этой машины наилучший вариант. Ну и нужно отметить, что этот блок имеет гарантию производителя 5 лет без ограничения пробега. То есть для такси, конечно же, немаловажно. Значит, поднимем крышку, посмотрим форсунки установленные. На машине установлены форсунки Stag V01. Лучшие форсунки, на мой взгляд, в своем сегменте. Невероятно надежные. То есть форсунки выходят до ремонта по 300-400 тысяч километров. Вполне достаточно скорости форсунок для того, чтобы смесь была корректная во всех режимах. Также на машине стоит редуктор Stag R02 с вынесенным электроклапаном. Ну и вы видите фильтр тонкой очистки. Здесь, в общем-то, ничего нового и необычного нету. Как видите, на машине установлено стандартное оборудование 4-го поколения. Единственное, что мы, конечно же, рекомендуем все-таки устанавливать хорошие блоки управления, как, например, Stag UNEX Plus, для того, чтобы в будущем иметь меньше проблем и больше гарантию. Теперь посмотрим, что у машины установлено в багажном отделении. Да, долго не могли мы открыть багажник автомобиля, пока нам не помог владелец. Вот для тех, кто только купил или собирается покупать Geely Grand New, имейте в виду, что для того, чтобы открыть багажник, надо нажать кнопку и удержать. Видите, у нас получилось не с первого раза. Конкретно на этот автомобиль установлен цилиндрический баллон, как видите. Номинальный его объем 50 литров. Заправляться, соответственно, он будет на 80%. Это 42 литра газа. Сегодня мы уже устанавливаем на эти машины в случае установки цилиндрического баллона баллоны большего размера, то есть номиналом 60 литров. И, соответственно, 50-52 литра в него заправляется. Также, в общем-то, на этот автомобиль можно установить баллон в нишу для запасного колеса тороидальный, объемом номинальным 49 литров, то есть, соответственно, где-то 42 литра газа будет заправляться такой баллон. Единственное, что
Как видите, в ниша для запасного колеса неполноразмерная, в ней докатка, и, соответственно, при установке баллона 49 литров пол получается неровный, он немножечко выше. Ну, здесь как бы на вкус и цвет все фломастеры разные, то есть конкретно для владельца этого автомобиля однообъемник был не важен, и он с удовольствием от него отказался. Для него было важно все-таки взять больше газа и возить с собой запаску. Очень многие предпочитают устанавливать все-таки тороидальные баллоны и в этом случае уже отказываются от ровного пола в машине. Если говорить о установке метана на автомобиль, то устанавливается баллон объемом 90 литров. В 90-литровый баллон заправляется примерно 22 куба газа. 1 кубический метр газа равен 1 литру бензина. Ну, то есть, соответственно, вот смотрите, баллон получается все-таки немножечко больше занимает место в багажнике, и вы берете на борт эквивалент 22 литра бензина. Ну, метан, конечно же, хорош тем, что при том, что заправки приходится посещать значительно чаще, экономический эффект от использования метана, он все-таки будет выше, чем от использования пропана. Опорную арматуру мы всегда устанавливаем с автоматическими электроклапанами. Это дополнительная мера безопасности. В тот момент, когда водитель глушит машину или переводит ее на бензин, клапан закрывается, и, в общем-то, газ весь остается в баллоне. Ну вот в данном случае установлен мультиклапан фирмы Tomasetta итальянской. Вот, по сути дела, все, что мы вам хотели рассказать о Geely Emgrand New, о том, как он переводится на газ, и о том, как он работает на газу в экстремальных условиях такси, о том, какие подводные камни вас могут ждать и как с ними бороться. У нас еще было записано интервью с владельцем этого автомобиля, который его эксплуатировал год. К сожалению, как я уже говорил, из-за неисправного микрофона интервью мы вам это показать не сможем, поэтому вам придется поверить на слово, что водитель очень доволен. За 50 тысяч километров у него не было каких-то проблем, тепловые зазоры клапанов у него не ушли. Ну и все обслуживание, которое он выполнял, оборудование, это замена фильтра тонкой очистки каждые 10 тысяч километров. Владельца значительно больше огорчило то, что 2 месяца машина простояла, пока он ждал кузовные запчасти для своего автомобиля. До этого автомобиля наш клиент использовал Renault Logan, он также работал в такси, также без каких-то особых нареканий, но сегодня экономическая ситуация такова, что, в общем-то, приходится работать на Geely, и надо сказать, что владелец об этом не жалеет. То есть автомобиль ему нравится. На этом, наверное, можно прощаться. Как итог, который нужно подвести, Geely Emgrand New можно переводить на газ, можно использовать в такси на газу, и мы даже это рекомендуем. Использовать ли его на метане либо на пропане, это выбор каждого человека. Ну, единственное, что, конечно же, помните о том, что, как и, например, в автомобилях Renault Logan или в автомобилях Kia Rio, здесь нету гидрокомпенсаторов. Соответственно, за двигателем нужно внимательно следить за тем, чтобы не зажало клапаны выпускные, чтобы не ушли тепловые зазоры. Также добавлю для владельцев, что признаком того, что клапана зажаты, является неустойчивая работа на холостом ходу холодного двигателя. Ну, соответственно, если у вас подобные симптомы, рекомендуем обратиться на сервис для того, чтобы проверили и при необходимости отрегулировали тепловые зазоры. Что касается расхода газа и бензина, конкретно на этом Emgrand New, со слов владельца, автомобиль берет 8 литров бензина и 10 литров газа. Но здесь все-таки нужно оговориться, что очень часто, очень многие владельцы нам говорят о более высоком расходе машины, о том, что машина берет 10 литров, до 10 литров в городском цикле газа и, соответственно, 12 литров бензина. Вот я, например, открываю наш сайт. Давайте посчитаем, сколько сэкономил владелец конкретного этого Geely Emgrand New за те 50 тысяч пробега эксплуатации на газу. Ну вот мы подставим цифры, которые нам известны. Стоимость бензина, стоимость газа в Беларуси.
Пробег 50 тысяч километров. Расход машины основного топлива берем 8 литров. Ну, вот конкретно владелец этого автомобиля сэкономил 3536 белорусских рублей. Это чуть больше $1000. То есть, соответственно, при стоимости установки на сегодня вот этого оборудования в хорошей комплектации $500 отбил уже стоимость оборудования и заработал $500. То есть, если бы машина не стояла, я думаю, цифры были бы еще более впечатляющие. Мы с вами прощаемся. С вами была ГАЗ Альтернатива. Еще раз просим прощения за то, что ролик получился у нас с закадровым текстом. Ну, будем надеяться, что в будущем техника нас не будет подводить. Всем хорошего дня и хорошего настроения.